Видела хаски в памперсе. На самом деле немножко страшно. Куры. Господи, там Санту запустили штанами. Любовь и коррупция. Заранее вылечить свои зубы. Всем привет! Это очередной день в Маниле, и сегодня мы отправимся гулять по району Мандалонг. Погнали! На самом деле я еще не завтракала, поэтому нужно будет поесть. На Филиппинах очень сложно с едой. По крайней мере, мой желудок отказывается переваривать филиппинскую еду, она для меня слишком жирная, поэтому приходится готовить дома. Да, с этим тоже все не так просто. Потому что магазины здесь закрываются достаточно рано, и после работы просто не успеваешь сходить. Мне там огромные очереди. Я страдаю. Люблю небоскребы. Мы находимся на основной пешеходной улице BGC. Выглядит это вот так. Достаточно миленько, но она очень короткая, и парки, которые находятся на ней, закрываются где-то в 10 часов вечера, поэтому я не успеваю мне погулять. По местному времени я работаю до 11, в лучшем случае. Вообще интересное наблюдение. На Филиппинах очень странное отношение к животным. Например, раньше здесь ели собак. Сейчас это запрещено на государственном уровне. Но когда мы путешествовали по пригородам, мы видели, что собак держат в клетках, очень негуманно к ним относятся, не считают их полноценными членами семьи и закрывают их в клетках, чтобы они не бегали и не мешали. Когда в BGC, в бизнес-районе, совсем другая ситуация. Здесь собак холят и лелеют. Здесь есть огромные магазины для собак. И с собаками здесь можно везде. В торговых центрах, в кафе. На них надевают памперсы. И это очень забавно. Маленькие собачки, ладно, я уже привыкла в целом видеть каких-нибудь шпицев или корги в маленьком памперсе. Но недавно видела хаски в памперсе. И это, конечно, что-то с чем-то. Хаски, овчарки в огромных таких взрослых памперсах для собак. И очень много людей здесь возят своих животных в колясках. Вообще меня, конечно, поражает уровень социального расслоения общества на Филиппинах и экономического тоже. И то, насколько здесь бедно. Мы сейчас еще в Макате. Это второй по богатости район считается здесь. И, соответственно, вы видите условия, в которых здесь живут местные. Район Мандалонг находится за мостом за моей спиной. Сейчас мы пойдем туда. Очень забавно всегда, когда идешь по улице Манилы, все говорят тебе «Hey, bro!» «Hey, bro!» «Hey, boss!» Я имею в виду Так, восточная. здесь тупик. Как тебе там? О, боже. Ну да, там прикольно. Так, да, насколько Куда там на таких далеких расстояниях, насколько разные культуры, да? Это, ну, там много пропаганды, я думаю, ты видел, да?
Может, пока не больше Боже, здесь живут люди. И в Ханой там очень много пропаганды. Плакатов. Узкие улочки. На самом деле немножко страшно. Мы идем мимо каких-то домов. И нам бы по-хорошему вот туда выйти. Наверное, туда надо, да? Вообще, очень сюрреалистичное ощущение. Ты говоришь hello, Paul, да? Получается. А это типа большой привет? Такой проход дальний. Еще один котик. Привет. Hello. Еще один котик. Там были дети, но мне не хочется останавливаться. Hello. Hello. О, Господи. Мы вышли. Было очень интересно идти по этим маленьким улочкам. Они все находятся под транспортной развязкой. Вот оттуда мы вышли. Там очень влажно и пахнет сыростью. Мне кажется, там много плесени и там не очень безопасно с точки зрения условий для жизни. Но на Филиппинах это норма, и такие маленькие улочки и бараки, к сожалению, реальность для многих людей. Я захожу в парк. Парк, кстати, очень приятный. Но люди здесь очень приветливые. Все машут, здороваются. Где попасть в кадр. Вообще выглядит миленько. Мы подходим к реке. И через реку как раз тот самый район Мандаонг, куда мы сегодня планировали съездить. Сейчас покажу. Боже, какая грязная река. Оп. Вертолет. Мои ожидания были как от такого диковинного места, где классно провести отпуск, где райские пляжи и что-то такое экзотичное. И в целом, наверное, острова оправдали мои ожидания. Но когда я прилетела сюда, здесь оказалось очень дорого, очень невкусно, плохой сервис. Первое впечатление было не очень. Мы несколько раз травили здесь едой. Мы плавали на лодке, кстати, это было очень весело. Мы плавали на лодке через океан 12 часов из Батангаса, это порт на юге от Манилы, до Боракая. Это мой второй раз на Филиппинах. Я приехала уже совершенно без ожиданий. И в целом эта поездка проходит лучше, чем предыдущая. Мы поселились не в отеле, а в квартире, и теперь я могу готовить сама, что очень здорово и спасает меня от большинства моих филиппинских проблем. Люди из Тонды изменили мое мнение о филиппинцах.
не кардинальным образом, но я чувствую, что я больше понимаю их, я понимаю, откуда они вышли, как они росли, какие у них ценности. Может быть, пока плохо понимаю, но, по крайней мере, понимаю лучше, чем я понимала до этого. И мне неудивительно, что у них такой высокий уровень преступности, что они все время ждут, что раз ты иностранец, значит, у тебя есть деньги, значит, ты что-то им должен. Значит, ты можешь заплатить в 2-3 раза больше, чем филиппинец. Что, наверное, правда, но цены здесь сильно отличаются для иностранцев и для местных, потому что существует какая-то дискриминация, да, если ты иностранец, то тебя можно обманывать и тебя можно прогревать на всякие услуги. Сложно требовать что-то от людей, у которых ничего нет, которые загнаны в повальную бедность. Филиппины очень коррумпированная страна. Это видно по расслоению общества и в целом по тому, как здесь живут обычные люди, как здесь живут богатые филиппинцы. По кинематографу местному у меня в апартаментах подключен Netflix, и я посмотрела, что снимают филиппинцы, филиппинские фильмы. И в основном они снимают про любовь и про коррупцию. Две вечные темы филиппинского общества. Отношение к Маниле, потому что когда ты живешь в Бежеси, Рустам вот Бежеси это такой богатый район, и когда ты приезжаешь в Тон. Это Рустам. Всем привет. Он живет в Маниле и работает здесь. И я хотела спросить твои мысли о Филиппинах. Блин, они на самом деле меняются кардинально быстро. Я сюда приехал почти 4 месяца назад. Я до этого жил в Бангкоке. И если кто-то из вас был в Бангкоке, вы понимаете, насколько там классно. Там есть абсолютно все, что вам нужно. Вы знаете, куда поехать вечером. Есть природа, есть вкусный 7-Eleven, в котором можно даже и лекарства купить. И в какой-то момент я потерял работу. И мне сказали, что надо срочно что-то искать. Вот. Ну, начал там ходить по знакомым, спрашивать, есть какие-то вакансии. И в итоге была вакансия на Филиппинах. И я без задней мысли такой думаю, ну это скорее всего что-то похожее на Вьетнам, на Таиланд. Все, едем. Я сказал, что готов прилететь хоть завтра. Мне купили билеты прям на ближайшие выходные. Я прилетел сюда. И моя картинка разбилась вообще максимально о камни в первый же месяц, потому что все оказалось не настолько очевидно, как я думал. 7-Eleven здесь очень грустные. За пределами района, где мы живем, достаточно как-то не очень комфортно, уютно и безопасно. И я был, во-первых, я еще был один, у меня не было тут никаких знакомых. И это было максимально грустно и скучно. И в первый месяц меня почти каждый день посещали мысли о том, что надо увольняться и возвращаться обратно в Бангкок. Вот. Но как-то я с этими мыслями пережил месяц, потом второй, потом еще приехали знакомые ребята. И потихонечку что-то раскачалось, как-то жизнь начала окрашиваться красками. И потом еще начал выезжать периодически куда-то за пределы района вот этого безопасного, вылизанного. Начал смотреть какую-то настоящую Манилу, настоящие Филиппины. И стало появляться больше интереса вообще к Филиппинам. И как будто мне стало больше здесь нравиться. И сейчас вот через 4 месяца я себя ощущаю достаточно комфортно здесь. В общем, посмотрим, как оно будет дальше. Но неоднозначный опыт, и это не самое лучшее место для переезда, для какого-то длительного проживания. Поэтому 100 раз подумайте, если вы собираетесь сюда ехать на долгий срок. А еще заранее вылечить свои зубы. Еще немножко помучаю Рустама. Можешь, пожалуйста, сказать 3 плюса основных жизни на Филиппинах и 3 минуса? 3 плюса. Можно... надо подумать. Я даже не знаю, это сложный очень вопрос. Плюсы это самое сложное. Есть плюсы. Плюс в том, что после России здесь полный достаток всякой одежды, всяких брендов, техники. Это все по доступным ценам. И вещи здесь некоторые стоят в 3 раза дешевле, чем в России. Это первый плюс. Второй плюс, что здесь есть 7-Eleven. Хоть он не такой навороченный, как в Таиланде, но все равно там можно найти все, что вам нужно. И третий плюс, здесь есть мототакси. И несмотря на пробки, можно комфортно передвигаться по городу, куда-то там, не знаю,
40 минут ехать, и это очень дешево. В общем, дешевое такси и мототакси. Наверное, это 3+. Слушай, ну такси для меня это минус, потому что я жду его там по 15-20 минут, оно не всегда приезжает. И каждый раз, когда пытаешься здесь заказать доставку, не делают еду, но водитель не находится, поэтому они отменяют заказ, уже было такое не раз, поэтому... Это есть, но к этому надо привыкать. В принципе, просто выбора другого нет, поэтому все равно как бы цена очень дешевая, можно легко добраться куда-то. Ну да, надо подождать, особенно если надо запланировать какую-то поездку в определенное время, это сделать сложно. Нужно устанавливать 2-3 приложения, одновременно сразу искать везде, но при этом цены очень дешевые на такси. А минусы? Минусы. Первый минус — это, наверное, все-таки ощущение безопасности. Его тут мало. Все говорят абсолютно разные вещи. Если ездить с таксистами, они говорят, там, не заезжай в определенные районы. Если спрашивать у каких-то коллег, они говорят, что в целом все безопасно. И, короче, нет какого-то четкого понимания у людей. Все говорят разное. Но когда сам ходишь где-то вечером по каким-то улицам, не чувствуешь себя комфортно. Это, наверное, первый минус. Второй минус — это отсутствие вкусного стритфуда. Здесь есть какие-то забегаловки на улице с жареным мясом, с каким-то чичароном, но это все выглядит максимально сомнительно. Если сравнивать с Вьетнамом, с Таиландом, то здесь культура стритфуда, она сильно отстает. И она здесь скорее существует, потому что людям просто нечего кушать, и у них есть место где-то дешево что-то закупить. Третий минус, наверное, неоправданно высокие цены на жилье. Здесь прям очень сложно найти квартиру, даже самую минимальную студию, недалеко от работы за 300, за 400 долларов это невозможно. Типа, если сравнивать с другой Азией, там, с Таиландом, с Вьетнамом, то есть надо всегда ориентироваться где-то на 600-700 долларов и обязательно подписывать какой-то контракт на полгода, на год вперед. Поэтому, не знаю, с жильем здесь все очень как-то тяжеловато. Можно, конечно, найти жилье подальше где-то, но встанет вопрос транспорта, придется покупать свой байк, каждое утро ездить, а здесь пробки каждый день. В общем, да, наверное, эти 3 основных минуса. Пробки и коррумпированные полицейские. Ну, с коррупцией полицейских я не встречался. Я верю, что Филиппины очень добрая, светлая страна без коррупции. Ему просто здесь еще жить, поэтому да. Мне еще здесь жить, поэтому... Политики партии, все. Спасибо. Да, у меня создается ощущение, что все очень неэффективно. Это как раз касается и пробок, и работы общественных мест, и работы каких-то ресторанов, фастфудов, да, просто у меня создается ощущение, что люди ленятся очень много, но я не знаю, насколько это правда. Может быть, у них просто такой ритм жизни. Пойдем по мосту. Эй, эй. За нами прибились филиппинские мальчишки, нужно быть осторожными со своими вещами. Была история. Недавно была история, что дети повисли на человеке, на нашем знакомом, с обеих сторон, и вытащили у него телефон из кармана, поэтому здесь надо быть готовым ко всему. Хотя бы крыша над головой какая-то. Эмили. Здесь нельзя курить. Ага. Я все видела. Короче, мы прикрываем Рустама, пока он курит. Потому что на Филиппинах нельзя курить практически нигде, кроме специально отведенных мест. И за это очень большие штрафы. И мы увидели, что здесь только что под знаком «Не курить» курил охранник этого дома. И Рустам тоже решил покурить. Поэтому вот. Снимаю правонарушение.
Как-то так. Идет дождь. Мы идем по Мандалору. Как же они сигналят. Ужасные пробки, ужасный шум. Типичный филиппинский автобус. Сик. Ну, кстати, цены на бензин. Если кому-то было интересно. Рынок. Можем сходить. Кошковые. Еле-еле. Да. О, боже мой. Контроль качества буквально. Здесь все проверяют, что мясо нормально. Овощи. Я забыл, честно. Настя, ну знаешь, как была передача, где женщина по ресторанам ездила? Ревизора. Ревизор? Ну, рыночек оказался очень маленьким. Там почти ничего нет. Достаточно вонючим, Да, обратно не обратно. если честно. Вот. Очень, блин, надо не тереть глаза все время. Стараюсь не тереть глаза, но они очень чешутся. Короче, очень грустно наблюдать за состоянием животных на Филиппинах. Я понимаю, что и люди живут здесь очень плохо, но те котята на рынке, мне кажется, они доживают свои последние дни. Это... Они выглядели очень больными. В этот момент Какова реальная жизнь на Филиппинах? Я много где включил этот кроссовки прода. Я думал, это американская. Я думал, просто Как выглядит филиппинская канализация. Страшно подумать, что там. Благополучность района можно оценить по отношению к животным. Здесь мы видим, что с ними гуляют. Сразу с совком. Обычный дом, Санта, Человек-паук. Господи, там Санта со спущенными И? штанами просто сейчас. Да, смотрите, какой интересный. Рудольф. Штанов. Это чей-то дом, походу, или музей. Ну да. Таких много. Тут такой леди Бордов. Надо изучить. Супергеройский район. Очень грязно. Он говорит, типа, кусай сюда, дай мне пирожок. А я не знаю, что. Это очень интересно. Снова пришли к реке, и мы поняли, что там живут люди.
Мне, если честно, кажется, что и в Стоке они тоже живут. Вон там. Да, это выглядит как чей-то дом обустроенный. Просто улица, просто гуляет по улицам. На самом деле очень тяжело идти, очень высокая влажность, воздух грязный, не хватает все время кислорода. Я чувствую, что у меня очень грязные руки, у меня очень липкое тело и кожа. И, в общем, да, гулять здесь не очень приятно. Сразу видно, что мы пришли в бизнес-район. На улицах чисто. Я еще даже вайс не делаю. У меня, конечно, питание будет. Мне кажется, если просто... Такой прям вайб большого города. Но на самом деле район очень небольшой. Мне кажется, его можно пройти от и до минут за 40, максимум за час. За час. За час, наверное, да. Can I pet? Sure. Oh, hello. So cute. Good boy. Good boy. Good boy. Yeah. Oh, I can see. Thank you. Ох, мы идем домой. Я очень устала, но нам еще нужно сходить в магазин. Здесь очень красивый закат.